Всех приветствую на канале. В работе есть телефон Redmi 8T, Note 8T. Нету звуков. Сейчас отклеим крышку, я вам продемонстрирую работоспособность. Значит, при нажатии каких-либо звуков у нас тишина, нету звука. Есть предыстория у телефона, его поставили на зарядку, после чего звуки пропали. Относили они в другой какой-то сервис, им сказали, что телефон не подлежит ремонту. При этом всем крышку первый раз открыл я, то есть они его не разбирали. Если подключить наушники, то звуки воспроизводятся. Соответственно, делаем следующую диагностику. И сразу скажу по телефонам по именно Redmi 8T есть небольшая статистика с типовой поломкой. Но тем не менее начнем как бы постепенную диагностику. Соответственно, это проверяем динамик. Но зачастую динамик рабочий, и проблема у нас является в аудиокодеке. Тем не менее, проверяем поэтапно динамик, после динамика шлейф, после шлейфа материнскую плату. Можно прям сразу с материнской платы начать, но тем не менее прозваниваем динамик. Динамик целый. Дальше прозваниваем вот эту линию. Так, не прозванивается, нету ничего. Относительно массы будем прозванивать. Здесь падение 480. Так, чтобы по мультиметру было видно. Давайте вот так вот. Так, 500 относительно земли есть, прозванивается. Соответственно, можно проверить вот эти предохранители, да, есть вот эти два, которые выходят от динамика. Далее что? Далее раскручиваем, добираемся до шлейфа. Ну, с большей вероятностью уверен, что проблема с аудиокодеком в этой модели. Есть такая неисправность, как в POCO 3 M3, по-моему, короче, POCO, да, когда крышечку там поднимали и катушка коротила на корпус. В данном аппарате есть такой же дефект. Не во всех аппаратах, есть ревизии, у которых этого дефекта нету и не будет. То есть тут дело случая, кому как повезет. Покажу сейчас на примере этого телефона, наверное. Но тем не менее постепенно покажу, что нужно проверить перед тем, как лезть в материнскую плату. Далее отключаем питание, отключаем субплату. Давайте перейдем к микроскопу, скорее всего будет удобнее. Загибаем вот так вот шлейфик. Плохо видно. И проверяем на суб шлейфе. Значит, первый, второй контакт у нас уходит вот на этот контакт, звонится. Второй, третий, четвертый, получается, должен уходить сюда, прозваниваться. То есть делаем вывод, что шлейф исправный. Следующее, что мы должны сделать: в диодной прозвонке красный на землю, касаемся. Значит, соответственно, второй
контакт у нас 550 милливольт, третий, четвертый. Не прозванивается. Давайте теперь это под микроскопом, чтобы вам было видно детально. И мультик, и, соответственно, плату. Так, что по плате? Вот он, первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй 550 милливольт, третий, четвертый. Падения нету. Соответственно, проблема в материнской плате. Вот это контакты два уходят под обратную сторону материнской платы, то есть под сторону аудиокодека. Дальше самое интересное, сейчас скрываем эти шлейфа, убираем камеры. Блок камеры убираем, чтобы он нам не мешался. Откручиваем винты. Так можно сказать, что в принципе более-менее типовая поломка на некоторых ревизиях плат Redmi Note 8T. И как бы прям такой халявки, как в Poco M3, не ждите. Тут халявного заработка не будет. Тут придется еще и попаять. И попаять так, чтобы не угробить телефон. Ко всему этому нужна будет запчасть. Вот, ну либо донор. В моем случае есть донор. Запчасть искать некогда. Ну, то есть, как бы, если есть донор, зачем запчасти покупать? А так, в целом, болячка такая. Так, сейчас плату приподниму. В одном месте не хочет подниматься. На излом не делайте. Излом только навредит. Так, сейчас. Лоток вытащил, все нормально. Так, есть. Камеру тоже снимаем. Вот это пока в сторонку. Тут следующее, на что обращаем внимание. Поднимаем вот эту крышечку. Есть. Вот она, типовушка. И обращаем внимание на вот этот участок. Вот этот и вот этот. Здесь видно, что все пригорело. Тут хоть и есть наклейка, да, но почему-то ее пробивает. То есть это даже не наклейка, это какая-то вот, не знаю, покрытие. Короче, пробивает здесь микросхема. Почему-то это все связано с зарядкой. Все, кто обращались, у них после зарядки это произошло. Так, смотрим, что под микроскопом. Видим следующую картину. Max 98, 97, 93.7. Вот этот вот аудиокодек, точнее усилитель полифонии, он у нас дохлый. Зачастую, так мультик виден, зачастую пробивает всю линию, и она как бы коротит всю систему. То есть, что вот видим катушку, на землю прозванивается, сама прозванивается, но видно, что она подгоревшая, ее тоже под замену. Даже при нажатии она видно, что играет. Дальше Max, вот тут видно, что есть какое-то черное пятно. Как проверить, рабочий или не рабочий, прозваниваем обвязку вот этих конденсаторов. Здесь накоротко, накоротко, здесь нормально, здесь тоже накоротко, нижний нормально, нормально. То есть вот это вот дело снимаем. Почему для халявчиков не будет, скажем, такие простой работы? Уменьшаем, показываем.
Здесь все под компаундом, проц, флешка, микросхема, контроллер питания. Везде есть компаунд. Соответственно, с этой стороны тоже какие-то микросхемы под компаундом. В общем, все это нужно снять аккуратно. Не угреть проц, не угреть саму системную плату. Значит, по донору. Обратите внимание, давайте под микроскопом по донору, по ревизии плат. В этой ревизии плат катушка, видите, как выполнена, в какой форме. Совершенно по-другому сделана. И эти ревизии почему-то такой вот не страдают. То есть есть вероятность, что при нагреве, когда работает зарядка, быстрая зарядка имеется в виду, вот эта штука начинает нагреваться и коротит вот этот вот слой изоляции какой-то, да. Ну, внешне тут не видно, чтобы она прям закорочена была. Вот тут вот есть, кстати, ореол прям какой-то. Давайте посмотрим, куда он уходит. Вот этот ореол уходит на вот эти кондеры. Нет, не на эти кондеры. Сейчас. Вот этот конденсатор, но тут никак не может замыкать, он достаточно высоко. Это, скорее всего, ореол от крышки, от плохой обработки. Ну, в общем, примерно так. Наша сейчас задача все это дело починить. Причины устранять не будем, причины пусть устраняет завод. Еще одна камера сверху, тоже снимаем ее. Выпаиваем эти микросхемки. Точнее, выпаиваем Макса. Макса выпаиваем. Так. Куда тоже не туда. Вот он. Так, одну минутку отлучусь. Мне нравится. Так, этот готов сейчас. Это старая даже. Ага. По перезагрузкам не будет, по косякам. Косяки какие? Просто греется, лично греется. Под процом отвал линии PCI. То есть она идет сразу на Wi-Fi. Поэтому Wi-Fi он на нем не поднимет. Точнее, это надо просто перекатывать. А просто перекатывать это Но он будет работать. работает, конечно, перегружается. Ну, я понял. А то, что греется, ну... Греться будет просто именно в определенных моментах. То есть рано или поздно он сдохнет, потому что нагрев платы, ну, допустим, не сегодня, завтра, допустим, еще что-нибудь сдохнет. То есть прям когда это сдохнет, неизвестно. Может год проработать, может 2, может 3, может там, не знаю, еще что-то. Ну, а может прям возьмет и сгорит. Но прям чтобы сгореть нет, потому что температура процентов порядка, там, не знаю, 50 градусов нагревается. То есть примерно температура, когда он на зарядке стоит. Сколько у нас? 4, по-моему, было. Не-не, это... Так, а чехол не сниму? Говорила, 1500. Не понял. Нет, чехол без чехла. Что ты говоришь? Двушка и 1500 аккумулятор. Да. 3500. 3500. 3500, все. Окей. Подскажи мне, пожалуйста. Я, наверное, накосячу. Компас неправильно работает. Что не работает? Неправильно работает. Что? Это XF. Этот герб Все- работает нормально, получается. все А время- компас неправильно показывает, где стороны, какие стороны находятся. Я перепутал. Я менял нижнюю плату. Что мне, как мне нижнюю плату поменять? Микрофон не работает, вообще не слышно просто. Прям сразу надо Я чистил, ну, пару часов, 3 часа. Ну, я помню, видос пока пишет. Это сколько он будет? Ну, час, наверное, точно. Ну, часа 3 есть. Ну, у меня сегодня Он просто на к вечеру работе. сегодня просто Так. я поработал. Компас помимо, ну, по шлейфу ты точно закину, а по компасу надо разбираться. Может, и вес перепутал, может, еще чего. Это может быть такое, да? Может, просто что-то, может, зацепил вообще. Ну, в принципе, если только шлейф поменяешь, может, ты сам увидишь. Ну, на шлейфе там же ничего нету, то есть. На нижнем? Да. Ну, на нижнем понятно, что ничего
ничего нету. А где компас находится? Он На, сверху? на плате, скорее всего. Это я просто сам хочу понять. А ты плату скрывал, ну, поднимал? Да. Да я менял ему когда? Год назад. Нет, почему? Летом этим. Каким ну, летом? тем летом. Прошлым летом, год Да, назад. да, да, Ты сам не пришел, да. я Да, менял. да, да, да. Короче, не знаю, надо смотреть. Ну, если, короче, если есть возможность попробовать. Если заработать, есть, заработать. короче, Не столь важно. компас не принципиально, а вот нижняя плата, там у тебя осталось? Пин-код. 99 85 77. Звонить. Мне, да. Мне звонить. Я к вечеру. Так, привет. Ну, ты поедешь же домой? Да, ну, поеду через тебя или не поеду, скорее всего, поеду, мне надо Европу поехать. Ты меня набери домой, да? Я Окей. просто не время, потому что это на работу. Телефон не Телефон. Ну, до скольки его надо вам? Я до 7 тут. До сегодняшнего дня. До конца сегодняшнего дня. Как уедешь? Как буду выезжать, набираю. Да, хорошо, спасибо, Ром. Ага. Денег скажешь сколько? Окей. Так, поехали. Насадка на фене минималка, температура 330, поток 60, температура под вопросом, может быть потребуется больше. Флюсуем сразу вот это добро, запоминаем как стоит. Далее на проц кидаем теплоотвод. Можно любой радиатор. Главное, чтобы вписывался по размерам. Можно кинуть монетку. Так, я кину радиатор. У меня где-то сасиков валяется. Ну, как-то так выглядит. То есть главная задача, чтобы он чуть-чуть отводил тепло. Все. Начинаем с катушки. Чувствуется прям текстолитом пахнет. Греем от проца. Катушечку, микросхему можно прям вот так вот поддеть. Для этого поменяем инструмент на вот такой. И делаем следующее. Заводим его и немножко под углом давим. Как только микросхема прогреется, она ее сама приподнимет. Давление небольшое, чтобы не отрывать пятаки, но есть давление. Она так отвалится, оп, на минимальных температурах. Припой останется снизу, верхняя часть, скажем таки, отпаялась. Ну, в целом все. Радиатор можем убрать. Далее чуть-чуть остывает, прозваниваем обвязку конденсаторов. Можем сразу, пока остывает, зачистить площадку. Площадку будем зачищать 115 ручкой, потому что туда не подлезть. 210, конечно, подлезть можно с тоненьким жалом, но 115 ручкой комфортнее. Жало в виде топорика будет. Убираем сначала, наверное, проходимся без оплетки. Тоже чистим здесь.
Теперь убираем оплеткой. Так. Да, это один далеко нашел. Оплетка немножко прилипает, толстовато сечение, но как бы это не сильно принципиально. Добавляем немножко флюсов, проходимся второй раз. Так, ну, в принципе, достаточно. Вымываем сразу это все дело. На минусе видно, не подчистились, ну чуть-чуть. Ну, там небольшой наплыв, припои, это не сильно принципиально. Так, возвращаем в то же состояние, в том же самом смысле положения платы, чтобы прозванивать было удобно. Так, и проверяем. Красный на землю. Коротыш на кондёре есть. На этом тоже есть. На этих нету. На этом тоже есть. Тут норм. Теперь донора. Так, по донору 550 милливольт на этой линии. Тут тоже. Тут короткая. Ну, возможно, это не кондер, а катушка. Здесь тоже прозванивается. Здесь. Тоже прозванивается. Это, скорее всего, либо фейлки какие-нибудь. То есть вот это норма, вот это вот не норма. Здесь коротит. Вот этот кондер очень подозрительный. Вот этот. Вот. Он более потемневший, в отличие от этого. Тут тоже короткая. На доноре. Блин, так, вот на этих, да, короткая, но это тоже на катушке похоже. Звонится. То есть вот это вот у нас конденсатор 100%, и он в коротком. То есть на рабочей плате имеется в виду. Вот это все у нас должно прозваниваться. А вот эти два не должны.
Но визуально, мне кажется, вот этот дохлый. Можно на него подать питание, убедиться, что какой из них дохлый. Можем просто снять один, второй и выявить неисправность. Можем подать на линию питания, тепловизором посмотреть, можем посмотреть тем же самым фризером. Но так как тут не так уж и далеко, я сниму по порядку вот этот, потом вот этот. Но подозрение мое падает на вот этот конденсатор, что он неисправный. У меня просто есть донор, соответственно, я его пересажу сейчас вместе с микросхемой. Если у вас донора нету, то лучше выявить конкретного виновника. Так, снимаем. Тут прям на 115 ручке отлично подходит топорик. И снимаем конденсатор. Можем добавить немножко припоя. Так, подняли. Кладем сюда. Прозваниваем линию на всякий случай, вдруг конденсатор, который сняли, тот и неисправный. Коротыш остался. Тут он звонится, потому что он сейчас на пластине, на металлической. Так, норм есть целый. Снимаем второй кондер. Блин, сезон этих мух лезет прямо в глаза, падла. Так, я думаю, виновник торжества. Давайте его вот сюда положим. Больно он черный. Думаю, проблема в нем. Прозваниваем линию. Нормально. Так. Нет, короткая. Короткая, либо я не туда коснулся. Да, все норм. Это у нас масса. Это у нас та линия, которая в коротыше была. Ну и сам кондерчик. Как видим, звонится. Убираем его в сторонку. Значит, у нас дохлый кондер. Катушка и микросхема. Куда улетела, уже не знаю. Она мне, в принципе, не нужна. Особо перед клиентом не отчитываемся мелочи вот этой вот попайки. То есть, кому надо, просто посмотрит ролик. Если нужно. Так, вот этот кондер живой, ставим его назад. Они стоят в параллели, поэтому разницы нет, какой мы поставим, на какое место. Чтобы убедиться, можно вот этот вот прозвонить. Они звонят. То есть это одна и та же линия. Ставим конденсатор на место. Можем паяльником, можем потом феном дунуть, когда микросхему будем ставить. Но тут просто напрашивается паяльником. Все больно под ручку удобно. И чем дальше от проца мы греем, тем лучше. Феном, если паять конденсатор, уже будет ближе к процу. Так, торцы, короче, прогреваю. Вижу, что он начинает плавать. Сейчас я его придавливаю. Все, стоит на месте. Соответственно, с донора снимем кондер уже после того, как мы снимем микросхему. Вот. Либо с донора просто сдуем. Давайте феном. Да и не будем мучиться. Есть. Кстати, нагрев не сильно большой.
вполне сдувается хорошо. Ставить будем по тому же принципу. Можем прям смело их два склеить вот так, потому что они в одной линии, в одной цепи. Все. Есть. Теперь можем почистить. Все, супер. Переходим к донору, снимаем микросхемку и катушку. Так, запомнили, как стоит. Чуть-чуть еще флюса добавим. По микрухе можно поднять либо аккуратненько и не перекатывать ее, либо поднять и перекатать. В моем случае я буду делать с перекаткой, чтобы уменьшить тепловой нагрев на рабочую материнку. Я ее при 280 смогу посадить. Так, сняли катушечку. Микросхемку вот так вот будет удобней зацепить. Главное не вколоть, она металлическая. Ой, металлическая, полустеклянная такая. Так, микросхемочку накатываем. Какой-нибудь трафарет от айфона, думаю, подойдет. Шаг примерно более-менее стандартный. Слизывать полностью шарики не будем. Более-менее так на чистовую выйдем. А там припой разбавится. Так, ну давайте первый попавшийся трафарет. Что-нибудь сейчас подберем визуально. Почти. Так. Вот этот шаг большой. Есть. Подходит. Прям пальцем нанесу. Фен 280, поток 30. Поток можно еще поменьше сделать, чтобы они не выплевывались. Если флюса вот много, они начинают быстро выплевывать из канавок. Если поток уменьшить, то они потихонечку нагреются. Тем самым не выплюнет их из трафарета. Ну, в целом прокатило. Но поток можно и поменьше. Так, есть. Трафарет сразу помыть. Так, надо, наверное, еще дунуть. Тут уже придерживаем, чтобы не улетело. Дунуть, чтобы шарики одной формы стали. Все. Так, надпись у меня читается. Все, этого мне достаточно. То есть я знаю, где ее сажать.
Капля флюса. Сильно много не кидать, иначе поплывет. Позиционируем. Тут вот две отметочки есть. Справа, слева. Ой, слева, снизу. Да и справа вот она появилась. Толкаем ее, короче, более-менее визуально в нужном положении. Так. Ну и сразу можем поставить и катушку. Перевернем, посмотрим, хватит ли ей. Да, хватит места, чтобы именно припоя для того, чтобы она тут припаялась. Толкаем. То есть примерно так. Так, дальше у нас 280. Оставляем поток на 20 поставлю. Значит, сдует теплоотвод на радиатор. Ну и поехали греть. 20 многовато, убираем на 10. Отлично. Стараюсь греть микросхему, катушка уже сама непосредственно сядет. Дождаться момента, когда поплывет. Так. Чуть не припаяла. Если припаял, то неправильно, скорее всего, кверх ногами. Да. Чуть-чуть поторопился. Нет, все верно, микросхема стоит верно. Думал, перевернул неправильно. Так, добавлю флюса. Немножко температуры, где-то до 300. Поток оставил тот же. Ориентир по катушке, как катушка припаяется, то примерно и начнет микросхема схватываться. Добавил воздуха. Все, микруха вроде бы села. Сейчас шатнем. Есть катушку. И катушку чуть-чуть шатнем. Можно сужать потихонечку. Убираем радиатор и вымываем все. Так, флюкс-оффом под давлением.
Одну минуточку. Так, я отключусь. Он как раз пока высохнет. Остынет. Ой, это я. Вы мне извините, что я вас отвлекаю. Не могла я открыть, чтобы вставить. И помочь некому. Ну, у меня зарядного нету. Куда-то дело. Может, и он не разрядился. Вот что-то я лазила, и ничего. О, видите? Где пень? Хорошо, недалеко живу. Я даже вам так ставлю отдельно. Если правильно звоните, то ну, внучке говорила, она вроде как заряжала, может, она заряжена. А то мне вот Сбербанк, что я бегаю? Мне телефон нужен. Ну и что там? А, работает, да? Значит, зарядил. Угу. Он медленный такой. Потом, да. Там это видно, как раз всё. Короче, заряжать надо. Ага. Ну ладно, тогда выключайте. Ага. Все, благодарю. Пожалуйста, заряжайте и будет А показывать. где что близко можно купить? Зарядку? Да. Ну, мы там дешево предложу 250 рублей. О, у вас, давайте. И чуть-чуть можно у вас зарядить? Чтобы мне домой не бегать. А вот тут сейчас видите, у нас прям розетка сбоку. Есть, да? Да, тут двери. Сколько мне? Только что вы сидите. Да целый день я... Нам-то без разницы. Мне срочно надо бежать, чтобы... Насколько, чтобы ей хватило там. Ой, горе мне. Я уже надо Вот, сейчас выходите, вот тут прям. Вот прям столик стоит. Нам розетка. Ага. Смотрите, заряжайте. Вот, 250. Хорошо. Да, да, да. Так. Так, приходится отлучаться немножко. В общем, давайте менять ракурс. Так, все остыло. Делаем тестик. Крышку закрою сразу, наверное, так как мы ее вымыли, чтобы лишний раз потом не доставать из корпуса. На случай успеха. Так, ну, предварительно оденем камеру. Она у нас получается фронталочка.
чтобы тоже лишний раз не доставать материнку. Так, все стоит. Дисплей. Ну, кстати, по шлифу можем что-то сделать, убедиться по материнке. Прозвонить 3-4 относительно земли. Красный на землю. Первый, второй назвонился. 500 милливольт. Есть. Теперь 3-4. Секунду. 3-4 ничего нету. Но, тем не менее. Посмотрим. Слушай, здрасте. Нет, крыша нет. Так, падение напряжения на этих отсутствует контактах. Давайте быстренько до одного, чисто для аналитики, прозвоним. Нет, не прозвоним, тут будет неудобно. С этой стороны контакты, но тем не менее коснемся. Первый, второй по нулям, 3-4 тоже по нулям. Это плохо, по идее должна прозваниваться. Ладно, давайте подключим и сделаем выводы. Так, динамик одевать сейчас будем. Так, надо прижать, чтобы появился контакт на включение. Есть. Прикрутим динамик. Так, нагрева нету, вроде бы все хорошо. Есть сомнение, что не докатал. Возможно, и не села. Но тем не менее. Нет, все, звук появился. Значит, 3-4 контакт у нас падения напряжения нету. Вот. То есть и не должно быть. Все, работает, звук появился. Можем сделать экстренный вызов. И включить громкую связь. Так, датчик не сработал, потому что у нас сейчас отключен. Вы позвонили в систему вызова экстренных оперативных. Так, сбросить забыл. Блин. Завершить. Извиняюсь, но другого варианта не было, симки не вставлены. Так, все, в принципе, на этом все работает. Падения напряжения на 3-4 контактах нету. Хотя я думаю, что они там должны быть, но тем не менее звук появился. Болячка у этих моделей именно прогар по этой линии. Тут еще короткое замыкание по конденсатору было. Ну, в общем, в целом все так. Ну, за кадром уже буду сборочку делать. В целом все работает. Надеюсь, видео кому-то поможет. Не забудьте подписаться, поставить палец вверх, чтобы видео как-то продвигалось. Ну и всем пока, удачных ремонтов.